что детей 4 года могут держать в педоборделях, могут продавать в интернете, детей могут продавать в зооборделях. Сейчас в Европе совершенный полностью содом. Вы не представляете, то есть мало рассказывают об этом в средствах массовой информации, но те ужасы, о которых мы пережили, вот родители, это невозможно рассказывать без слез. Я сейчас сдерживаюсь. То есть фактически я столкнулась с тем, что в Европе на сегодняшний день существует детоторговля. И дети – это рабы, в том числе и сексуальные. Что касается этих страшных зооборделей, в которых ребенок мне рассказал, что в этих оргиях участвуют тети, дяди, кошки и собаки. Моего сына одевают в костюм Путина. И люди становятся в очередь, чтобы насиловать моего 4-летнего мальчика. А я должна здесь молчать и не ходить на митинги, потому что если я скажу об этом, понимаете, то меня объявят сумасшедшей, я его никогда не... 58 видов геев! 58 видов! Люди добрые! Где мы видели и как мы одного отличим от другого вообще-то? В Европе с 1969 года легализована зоофилия. Скотоложество по-нашему. Открыто существуют зообордели. Решили повторить свой людоедский эксперимент над нашей страной, затягивая нас в Евросоюз. Мы им не нужны, а только наша территория и земля, так как у них самих 120 миллионов голодающих. Заводы вырежут, зерно увезут, а рапс и подсолнечник жрать мы не в состоянии. Даже сейчас уже молодых девушек убивают и с них делают консервы мясные. Во Львове, те ужасы во Львове, которые происходят до сих пор, они вдохновлены тоже униатами. Мы же знаем, Виктор Петрович, ведь именно там поставили на колени беркутовцев. А что произошло с теми, кто не встал на колени? Ну, известная информация, она подтверждена на 100% о том, что те беркутовцы, которые отказались присягнуть хунте, которая пришла к власти сейчас нынче в Украине, и которая не ставила целью, как ни странно, даже отстаивать интересы Майдана, а нужно было захватить власть, и они, мягко говоря, так скажем, развели Майдан, вот. Так именно эти беркутовцы были двое, я знаю, это достоверная информация, забаррикадированы и сожжены заживо. Далее. И чуть-чуть поменял название, и национал-коммунизм превращается в национал-социализм. Вот знаете, Крым-то вот это не коснулось, Константин? Нет, на самом деле вообще нужно понимать и простым языком людям объяснять, что проект «Украина» задумывался как антироссия, то есть против всего русского, против России. И самое главное для его реализации, самое главное, это уничтожение православия. До этого нашего эфира здесь 4 мая считалось, что люди там угорели, а все происходило намного страшнее. Там душили, насиловали, стреляли людей. Что происходило там, открываются ли вот новые факты какие? Я могу вам сказать, что сейчас все больше и больше открывается, и сейчас есть информация, мы сейчас занимаемся сбором информации для того, чтобы передавать в международные организации. Есть факты о каннибализме в Доме профсоюзов. И снова к выборам на Украине. Вот такая странная картинка появилась на центральном сервере ЦИК Украины несколько минут назад. Судя по ней, первое место в предвыборной гонке занимает Дмитрий Ярош. У него 37%. Петр Порошенко лишь на втором месте. Я могу сказать абсолютно точно, что во время бойни в Одессе, когда сожгли больше 120 одесситов, со стороны так называемого Майдана было несколько погибших. Так вот, я знаю абсолютно точно, один умер от передозировки наркотиков. Вот эта бесноватая толпа, которая шла, один из них умер от передозировки наркотиков. Люди в нормальном состоянии не могут проявлять такую агрессию, такую бесчеловечность. И то же самое происходило и во время Майдана. Мать сказала, ну тобі москалі промили мозга. У нас семью ополченцев, жена осталась, и трех мальчик, 3 года. Мальчика на доске объявления распяли, ножом порезали, а маму заставили смотреть, пока она... Это я лично своими глазами видела. Это я видела. Пока ребенок умирал, а потом маму до танка и по площади возили. И сказали, мы расправились с террористами. Разговор с Галиной оставил сложные чувства. Вы сейчас сами поймете, почему. Разум отказывается понять, как подобное вообще возможно в наши дни в центре Европы. Сердце не верит, что такое вообще возможно. С другой стороны, вот он, ее рассказ.
Центр города – это площадь Ленина, у нас горисполком. С одной стороны, это единственная площадь, куда можно согнать всех людей. На площади собрались женщины, вообще-то потому что мужиков больше нету. Женщин, девушек, стариков, вот этих, и все. И это называется показательный касс. Взяли ребенка 3 лет, мальчика маленького, в трусиках, футболке, как Иисуса, на доску объявления прибыли. Один прибывал, 2 держали. И вот это все на маминых глазах. Маму держали, и мама смотрела. Вот это все, как ребенок истекает кровью, крики, визги. И что так взяли, вот туда надрезы сделали. Чтобы ребенок мучился, там невозможно было. И люди сознание теряли. А потом маму после того, как 1,5 часа ребенок мучился, умер. Вот это все происходило. А потом взяли маму, привязали до танка без сознания и по площади 3 круга провели. Сегодня из города пришла шокирующая информация. Семьи, проживающие в Донецкой области, стали получать посылки с отрезанными головами своих родных. А в штабе провозглашенной республики подтвердили, все убитые – это ополченцы, которые попали в плен к боевикам правого сектора. Точное количество зверски убитых пока неизвестно, поскольку опознаны далеко не все. От уколов, говорит Стас, помутнело в глазах, закружилась голова. Он помнит, что украинские солдаты пригрозили. Они убьют его родителей, если он не наденет бушлат, нашпигованный радиопередатчиками, вот этот, и не проследует к блокпосту защитников Донбасса. Нам сказали, что если ты не придешь сегодня, то твоих родителей расстреляют или что-то еще сделают. Задумка проста. Ребенка, понятное дело, ополченцы не тронут. Примут, обогреют. В общем, другими словами, Стас должен был стать электронной точкой на карте ноутбука нацгвардейцев. Электронной мишенью для их ракет. Сами же солдаты говорили, что спасибо, что мы вас не расстреляли. Нам дана команда всех уничтожать. Тоже задавали им вопросы местные жители. Ну зачем? Почему вы? За что вы воюете? Нам пообещали клаптик земли и 2 раба. Получается, что Степановку миновала участь Хатыни, а сколько еще донбасских сел и деревень должны были быть стерты с лица земли, но планам карателей помешало наступление ополченцев. И обещанные участки земли с рабами, о которых еще Гитлер говорил немецким солдатам, и фашистская символика на касках красноречиво указывают, чьими последователями себя считают боевики так называемой Нацгвардии. Вся молодежь изнасилована, головы отрублены, это все было, своими глазами видел. Их забирали по каким-то обвинениям, они помогали? Нет, просто уничтожают. Эта война идет с мирным населением на уничтожение? Да, только мирное население. А вот как вы думаете, кто воюет с той стороны? Фашизм. Фашизм. Нацизм и фашизм. Что происходит на Украине? Чудовищные вещи. Сейчас в Славянске работает снайпером украинская биатлонистка Елена Подгрушная. Работает снайпером. У нее муж член ВО «Свобода», ультранационалистической фашистской партии на Украине, которая присутствует в парламенте украинском, вот такие украинские реалии, да, является членом экстремистской фашистской организации «Правого сектора». Что делает Подгрушная в Славянске? Убивает людей, мирных жителей в городе Славянске. Вот биатлонистка, которую мы еще вчера могли наблюдать на том же телеканале «Россия» в спортивных передачах. В интернете обсуждают результаты взлома аккаунта на Фейсбуке бывшего адвоката Юлии Тимошенко Сергея Власенко. В открытый доступ попала его переписка с немецким врачом Ольгой Вибер и командиром одного из батальонов украинской нацгвардии. И они обсуждают торговлю органами. Женщина-врач Ольга Вибер торопит Власенко скорее обеспечить поставки органов. В обмен обещает украинским военным материально-техническую поддержку. 15 апреля, в день, когда киевские власти начали военную операцию, Вибер написала: «Судя по новостям, события нам на руку. Как думаешь, курс не изменит?» Власенко отвечает, что им будет с чем работать благодаря помощи западных партнеров. Я вам приведу небольшие примеры, где я сам лично был, Нижняя Крынка. Когда насиловали 12-летних детей со связанными руками. Со связанными руками, и их просто-напросто зарывали. И вы хотите, есть какая-то армия? Да нет, нет этой армии, нет.
И в Славянске, и в Краматорске жуткие вещи происходят. Мы получаем в рамках проекта «Белая книга», собираем данные о преступлениях хунты. В Краматорске там есть блокпост, который просто невозможно проехать даже гражданскому населению. У стариков отбирают десяток яиц. Женщину 47 лет, эпилептический припадок случился во время изнасилования на этом блокпосту. Отволокли, автобус наблюдал за этим. Вы только вдумайтесь, что? Это не фашисты? Да, все нынешняя милиция украинская, которая только что набрана из правого сектора, вся дружно в свастике сидит, хайль показывает. Что буквально пару дней назад произошло? По школам Украины в приказном порядке пошло требование согреть солдатов АТО. Как? Кровь российских младенцев. Это сок такой они наливают. Я говорю, это не что. И вот по поводу расчеловечения. Школа. Обычная запорожская школа, номер 106. Детям, маленьким деткам в 3-4 классе учителя предлагают на уроке природоведения кормить синичек, потому что они желто-синие, украинские птицы, и всячески избегать поддержки, а еще лучше охотиться на снегирей, потому что снегирь – это птица, символизирующая клятую Россию. Старобежевский район Донецкой области, село Глинки. Рядом с Россией, граница с Россией, разрушен памятник воинам Великой Отечественной войны. Житель соседнего села берет стройматериалы, идет этот памятничек, пожилой человек, ремонтировать. Идет мимо украинского поста, блокпоста. Его останавливают и заставляют кричать «Слава Украине!». Он отказывается. Его били так, что патологоанатом, который потом показывал тело родственникам, показывал отпечатки армейских ботинок. Но это же еще не все. Ставили на колени, он отказывался, прострелили ноги. И это не все. Добивали 3 выстрелами в грудь. Расскажите им. И у них была корова. Она одела на копыта коровье тряпки, чтобы не было слышно, как она идет ночью. И идет и просит корову, чтобы та тихо не мычала, не испорожнялась, чтобы никто их не слышал. И корова, говорит, она мне как слышала. Корова плакала. Я видел, как оно происходило. Было 2 самолета и был Боинг. Потом 2 самолета улетело, а Боинг упал. Вот и все. Так премьер прокомментировал новые доказательства, которые появились у российских следователей. Они подтверждают причастность украинской армии к падению самолета. А если мы будем проигрывать, мы уничтожим весь мир. Ленина свалили. 80 лет прожил, я еще такого не видел никогда. Это фашисты, Бендеры и все. Бандеры! Бандеры! Это бандеры, ебаные! Ебаные бандеры!